Опять не в настроении? В пятницу у нас с тобой был весьма неприятный телефонный разговор. А как ты хотел? Такое снижение количества пара изменило наши объемы производства, а ты даже не соизволил мне сообщить, что паровая турбина вышла из строя. Мы думали, что удастся оперативно ввести ее в строй, и решили тебе так сразу не сообщать. Мудро. Я знаю, прости, но я одного не пойму. Как ты так быстро узнал о том, что снизилось количество пара? Мы же тебе не сообщили. Пришло уведомление на почту и на телефон. Каким таким образом? При помощи Pi Notifications. Потом я построил экранную форму в Pi CarSight и узнал, что именно на твоем участке сломалась паровая турбина. И как это работает? Ну вот смотри. Это Pi CarSight. А вот разные экранные формы, которые доступны всем сотрудникам нашей компании. Они созданы в Pi CarSight или импортированы из Pi Process Book. А вот, например, экранная форма по твоему производственному участку. Газетная бумага. О, смотри, тут показано, что коэффициент использования оборудования стал критически низким, и он выделен красным. Собственно, я так и узнал о ваших проделках с паровой турбиной. Я заметил, что все это происходит на твоем участке. После этого я быстренько построил новую экранную форму Pi CarSight, чтобы выяснить, что там такое случилось у тебя с производительностью. Я выбираю создать новую экранную форму и точно знаю, как здесь найти твой производственный участок. Вот наше предприятие, бумажный человек. Выбираю пермский ЦБК, производство бумаги, дальше газетная бумага. Теперь я перетаскиваю показатели производства пара на твоем участке в рабочую зону, и у меня автоматически строится тренд. Сюда же я перетаскиваю показатели производительности за смену. Затем я отматываю тренд назад по времени и выбираю отображение значений за день. Я точно помню, производство у нас упало 23 сентября. Вот, я нашел этот момент. Смотри, какое падение объемов производства. А предварительно, видишь, как резко упало производство пара. Я могу увеличить и посмотреть на данные в этом интервале поподробнее. Ну все понятно. В какой-то момент количество пара стало недостаточным. Тебе сразу пришло уведомление о падении объемов производства, и ты давай звонить мне. А я все удивлялся, как тебе это удалось всего за пару минут? Да это меня просто вывело из себя. Итак, я построил экранную форму и сравнил два показателя на тренде – объема производства и количество производимого пара. И вот, исходя из тренда, я понимаю, что нужно срочно снижать скорость бумагоделательных машин. Вы меня тогда заставили понервничать. Да уж. Хорошо, что тебе сразу приходят уведомления. Это да. И еще, я надеюсь, больше от вас не будет таких сюрпризов. Ну это 100%. Хорошо бы. Кстати, мы сейчас обновляем Pi-сервер до версии 2015 и внедряем поддержку данных будущих периодов. Это значит, потом я смогу строить тренды потребления энергии на основе ваших прогнозов в сравнении с фактическими значениями. Так что я буду знать о любых малейших отклонениях. Звучит страшно. Слушай, так я узнаю на твоей экранной форме все мои установки с моей мнемосхемы в Pi Process Book. Да, экранная форма CarSight импортирована из Process Book. Кстати, давно хотел посмотреть, как у вас там все устроено. Так, давай я быстренько тебе покажу.